и понял, что эффект вообще замечательный. Как такое вообще возможно? Ничего альтернативного такого вы не найдете, к сожалению. Вот. Александр, добрый день, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Да, ты уже достаточно давно используешь синтезит, мы все никак не могли записать наше видео, наконец-то вот мы связались. Давай сейчас в двух словах расскажем для наших зрителей, да, как ты принимал синтезит, какие благотворные биогенные, биоактивные эффекты на себе ощутил, как изменилась твоя жизнь. Ну а для тех зрителей, кто не знает, что такое синтезит, скажем, что это синтезит это особый биоактивный минерал, инновация 2019 года, он благотворно влияет на все здоровье человека, а самое главное на базовые функции. То есть восстанавливает количество здоровых стволовых клеток, дает силу, тонус, энергию, ну и в принципе омолаживает, оздоравливает весь организм. И я вижу, ты уже вот весь такой трясешься, в нетерпении рассказать, что с тобой случилось. Давай Да я с рассказывай. хоккея пришел просто еще полон сил, энергии. Ага, то есть ты после работы еще на хоккей ходишь? Ну да. Синтезит помогает? Ну я думаю, да, я как бы пью. Ну, усталость не чувствуется. По 4 иногда, по 5 тренировок в неделю. Ну замечательно. Ну давай расскажи, как бы вот с чего все началось и что сейчас. Но изначально, ровно год назад, в октябре, я сломал руку, как раз когда был в Сочи, и в гости к вам случайно так получилось, что даже попал. Потом через месяц была сложная операция, связки оторваны были, кусок кости оторванный был. Все это удалили, пришили. Потом реабилитация была несколько месяцев. И получается, где-то как раз во время начала карантина я закончил все эти процедуры, вышел с реабилитации, но рука единственная поднималась. Я заметил, что вот только вот на такой уровень, дальше что-то в плече мешалось. Я думал, что же можно сделать такое, там, ну, вроде силой пытаюсь, повиснул на турничке, но ничего сделать не мог. Физически не мог поднять. И тут как раз синтезит приехал, это, по-моему, апрель или март где-то был. И на третий день приема я просто взял вот так вот и поднял я, и бицепсом достал ухо. И понял, что эффект вообще замечательный, как такое вообще возможно. А до этого что-то в плече мешалось. Хотя я делал там и плавал, и гимнастики разные делал. Что-то там, может быть, мышцы стали, связки более эластичные, может быть, стали. Она же была оторвана, там ее пришили по новой. Может быть, поэтому не разрабатывалась она так до конца. Также во время карантина я заметил один нюанс был, у меня шпица была на пальце. Сейчас не могу показать на каком. Если бы знал, хотя бы сфотографировал, что она пройдет. А так через месяц где-то я не мог сходить никуда, удалить ее, выжечь. Через месяц смотрю, а шипица где-то была на пальце, а где была, даже следа не могу найти. Еще заметил, под мышками было много всяких висячих родинок, которые тоже ждали своего удаления. И в один прекрасный день я тоже, ну, там, начиная бриться, например, замечаю, куда-то они делись. Не знаю, какой процесс был, может, они отпали, может, они рассосались. Э, Не могу даже предположить, куда они делись. Ну да, есть такое. А имеешь в виду родинки папиллома, да? Ну, наверное, ну, такие висячие родинки. Может быть, это папилломой называется. Угу. Вот. Еще был случай, кстати, один на даче. Занозился, как раз это было начало коронавируса, я думаю, не полезу на даче, там вирус кругом, опасность. Думаю, ладно, на следующий день вытащу дома. И на следующий день полез вытаскивать, а ее уже заноза не оказалась в руке. Может быть, она рассосалась. Ну, лично мое мнение, что она рассосалась, потому что я смотрел, она сидела там, ждала своего звездного часа, но куда-то на следующий день делась. Александр, я помню эту историю занозы на самом деле, да. И я тоже как бы сомневался, рассосалась она или не рассосалась. И буквально месяца 3 назад, наверное, я себе тоже посадил занозу в ладонь вот сюда, вот в это место. Деревянную, да? Деревянную занозу, да, именно занозу, такую небольшую, миллиметра 4, наверное. И я ее не стал высовывать, вытаскивать каким-то образом, удалять из руки. И я решил подождать, как бы рассосется она или не рассосется. Вот, я что заметил на себе, да. На следующий день у меня заноза никуда не делась. Она сидела там же. Она сидела там же на второй день, на третий день, на четвертый день.
Вот. И постепенно, и не было, самое интересное, не было воспалительного процесса. То Да, есть не гноилось вообще ничего, да. Мгм. да, у меня тоже она не гноилась, она просто как бы заноза и кожа. И я заметил то, что она у меня потихонечку как бы становится все ближе и ближе к коже, к выходу кожи. То есть она не вылазила, а именно всей плоскостью как бы кожа ее типа получается выталкивала вот наружу. Вот, и Мгм. примерно дней через 5 у меня как бы раз и все, и на этом месте даже ранки не осталось. Вот такая вот ситуация. Вот. Но я не думаю, что она у тебя рассосалась, может быть, ее как-то быстро вытолкнула. Хотя ты такой большой, крупный, может быть, организм ее просто всосал. Ну Не да, я знаю. из тех людей, которые пробовали на себя синтезит там и от одной таблетки до 6 в день, и там неделю по 5 там в день, 2 недели по 5 в день. Разные тесты на себе проделывал. Ну, результат, мне кажется, один и тот же, что ты одну пьешь, что там две. Мгм. Мне кажется, ну, единственное, может быть, в условиях болезни увеличение только помогает. А так, если ты здоров, то и одной вполне достаточно. Еще хотел, кстати, про сон Александр, сказать. извини, а сколько ты весишь? 100. 100. Так, извини, сейчас у меня тут что-то включилось. Да. Сон стал более глубоким, сны начали сниться. И я заметил, что только в горизонтальное положение помещаешься и тут же засыпаешь. Там раньше можно было и подумать пару часов еще перед сном, повошкаться, а тут ты просто оказался лежа и сразу спишь. Вот такой плюс. Еще заметил, что кожа на лице вот тут вот здесь вот на лбу становится мягенькой. Ну, это чисто мое такое замечание. Пятки стали мягкими. Раньше у меня все время на пятках была такая кожа сухая, и она трескалась. Летом постоянно до крови трескалась. Вот это лето я ходил также в сандалиях, и кожа великолепно себя чувствовала. Прям ощутимый эффект. Возможно, это Да. как-то связано с щитовидной железой, сухие локти, сухие пятки. Ну, врачи так говорят. Но э, ну, у меня как бы есть проблемы с щитовидной железой, но локти у меня не сухие, только вот пятки. Результаты по щитовидке я пока не знаю, у нас сейчас в крае не до этого, поэтому я бы с радостью пошел, сдал их анализы, но у нас все занято этими ковидными. Вот, поэтому... Скажи, пожалуйста, для наших зрителей, где ты проживаешь, чтобы люди понимали. А, я живу в Алтайский край, город Барнаул. Вот. Еще у меня каждый год есть нюанс один. Вот здесь на щеке вылазит простуда. Только первое весеннее солнце светит. Я поэтому часто, ну, тонированно езжу на машине именно в это время, чтобы солнце как-то не светило. И я прям чувствую, как пригревает это солнце весеннее. И чувствую, здесь зарождается такая простуда. Вот таких размеров появляется. Стабильно держится где-то, ну, недели 2-3. Мазал всем подряд, ничего не помогает. И тайские какие-то мази, и наши местные мази. А в этом году она прошла мимо. Я как раз уже пил синтезит. Скорее всего, он как-то повысил иммунитет, и поэтому избежал этой штуки весной. Ну да, да. Я тоже, кстати, забыл про всякие герпесы и прочие моменты вот эти вот. Мгм. И я вот, когда, кстати, пил синтезит, вообще ничем не болел. Потом бросил пить. Ну, не успел заказать, там пауза такая возникла, там несколько недель, и бах, этот коронавирус. Ну, у меня в легкой форме все прошло, не чувствовал запахов, вкусов, вообще удивительное чувство, когда мне жена просто подносит коньяк, я с завязанными глазами сижу, она подносит коньяк, я говорю, я не знаю, что это такое. Она говорит, ладно, открывай рот, кладет мне ложку аджики, я понимаю, что просто там этой ложкой можно весь суп испортить, она очень ядерная аджика. Вот я говорю, ну я знаю, что это аджика, но вкуса я ее не чувствую. Я чувствую просто боль вот этого от аджики. Но потом через Замечательно, 5 дней да. все вернулось. Вот именно через 5 дней, это достаточно быстро. У меня полхоккейной команды переболела, кто-то с пневмонией. Хотя даже не пол, наверное, вся как команда. И у всех вкусы отсутствовали. Вот. У меня все в легкой форме, все хорошо прошло. Но ты параллельно синтезит принимал или нет? Да, когда я узнал, что я все, ну, понял, что все, вкусы кончились, маленько нос начал закладывать, какая-то слабость. Я сразу позвонил товарищу, у него был запас синтезита стратегический. Я заказал себе, и у него занял, так сказать, синтезит. Вот. И еще, кстати, заметил не так давно,
что у меня десны не кровоточат. Раньше я когда чистил зубы, все время сплевывал пасту зубную с кровью. А сейчас я чищу, она просто белая куда-то делась. Я раньше, ну и все время ниткой десна прохожу, все время их царапаю, а сейчас они не царапаются почему-то. И нитка всегда раньше в крови была. Сейчас все как-то прям это прошло. Ну супер, Наверное, супер. из основного вот что могу только сказать. Замечательно. Я думаю, что в принципе и так достаточно много, достаточно подробно и про инфекционные заболевания рассказал, и про вопросы с кожей, и со связками, там, со твоими послеоперационными проблемами. Про сон обязательно, да, про энергию. То есть понятно, что ты вот сейчас пришел после работы, сидишь довольный, еще После бодрый, хоккея, что да, надо после еще час работы, после хоккея, да, 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 еще как бы это, и видно, что у тебя еще есть энергия. Замечательно, синтезит замечательная вещь. Александр, спасибо большое за интервью, спасибо, что мы с тобой Спасибо вам, наконец-то, Александр. да, спасибо, что мы с тобой наконец-то смогли пообщаться. И если есть что сказать нашим зрителям, можешь вот сказать прямо сейчас. Я очень много раздавал синтезита. Посмотреть, что будет с людьми. Ну, просто мне было интересно. И очень много людей попробовало и сказали, что есть там хорошие результаты. Там у бабушек коленки перестали болеть, давление наладилось без таблеток. Просто отказались от... Ну, я эти эксперименты провел и успокоился. Больше не раздавал. Теперь сам спокойно пью. Поэтому, если кто сомневается, попробовать, не попробовать, я всем советую обязательно попробовать. Э, Ничего альтернативного такого вы не найдете, к сожалению. Вот. Ну Всем да. сомневающимся говорю, пробуйте. Хорошо, спасибо большое. Да, на самом деле, наверное, к сожалению, что на нашей планете, да, в современном мире нет ничего похожего, и что это вот такое средство только-только появилось. Но, с другой стороны, к счастью, оно появилось во благо всему человечеству. Спасибо, Александр, еще раз. Всего хорошего. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.